Сегодня видео будет про завтрак СССР. В СССР с продуктами было прям не само хорошо. И основной ингредиент это были яйца, кисломолочка, молочка, колбаса. Ну, допустим, такая колбаса была практически недоступна, редко только в крупных городах, Москва, Ленинград. Обычно люди использовали докторскую колбасу и батон, помидоры. Готовить мы будем, значит, завтрак какой будет? Из основного это яйца. И сейчас я покажу, как быстро, и в принципе даже на современных реалиях это будет замечательный завтрак. Значит, подготавливаем батон вначале. И из батона я сделаю гренки. Делать мы их будем без молока. Почему, я расскажу. Вот. Молоко пригорает. Сейчас сливочное масло надо достать. Этого должно хватить мне. Я не любитель яиц, но если все это дело хорошо обставить, то получается очень вкусно. Теперь надо где-то взбить яйца под гренку. Почему использовали молоко, чтобы быстрее пропитать хлебушек? Начинаем взбивать яйца. Если есть блендер, можно блендером, но я не хочу пачкать посуду. То есть можно и вилкой взбить. Все взбили. И начинаем пропитывать. Хряп-хряп. Вот так. Тут даже 2 яйца много было. Последний. В общем, 2 яйца оказалось много, ну ничего страшного. Тогда больше пропитаем гренки наши. Или сделаем по-другому, больше гренок сделаем. Все. Под гренки мы все подготовили. И начинаем жарить их. Поехали. Греночки. От них уже тарелку я достал. И начинаем их обжаривать. Включил подсветочку.
тоньше надо было порезать хлеб, но уже ничего не изменить. И горбушку надо было срезать. Ну ладно. Так они получаются. Наверняка многие помнят, в детстве их обязательно кормили в СССР мамы. И выкладываете, можно друг на друга, чтобы они быстро не остыли. Ну а на остатках мы сейчас яичницу забабахаем. Так, яичницу подготовил, помидоры, чуть подсолил. Чуть приправы. Ой! Рано. Надо было помидоры поджарить. Так, высыпаем помидоры. Рано яйцо. Ну, уже ничего не сделаешь. Поэтому будем ускоряться. Хотел с колбасой сделать, но уже не получится. Ну и все. Даем застыть. Ну а колбасу можно, в принципе, порезать дольками. Вот так. Такой вот завтрак в СССР. Или мы в советское время вот так ставили подставку, ставили сковородку, брали бутери с гренками и начинали дегустацию. Там под телевизор или под радио. Очень вкусно. Знаете, страны нет, а рецепты остались. И все, что просто, все гениально. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Ну, кто первый раз зашел, подписывайтесь. Готовить, конечно, это не мой конек. Я не скажу, что я там супер профессионал.
Но делать это я умею. Ну и канал, конечно, не про еду. Просто делюсь своими воспоминаниями, впечатлениями, опытом. На улице сейчас где-то 35, и как бы там снимать неудобно, жарко очень. И такие короткие видео, как бы, и покушать мне надо, позавтракать. И надеюсь, кому-то будет интересно. Так что я продолжаю поглощать. С вами не прощаюсь. До новых выпусков и встреч.